Здравствуйте, дорогие подписчики, застройщики и самостройщики. Сегодня мы идем смотреть на мелкие и большие косяки по строительству дома по нашему проекту. За подряд взялись люди, некие, которые назвали себя строителями. А вот мы сейчас и проверим, насколько их компетенция соответствует заявленной профессии. Поехали! Существует поверье, что строительство одноэтажного дома – это какая-то упрощенная строительная процедура. Ну, что может пойти не так? Фундамент, стены да крыша. И принимая решение о строительстве своего загородного дома, многие стоят перед двумя дилеммами. Покупать проект или не покупать? Обращаться к строительной компании или нанимать вольно-наемную бригаду? А есть еще третий вариант. Можно заказать хороший строительный проект и обратиться к услугам бригады. Хороший ли это вариант и спасет ли он вас, мы сейчас и проверим. Я нахожусь на строящемся объекте по нашему проекту. Я был здесь уже вчера. Заказчики меня пригласили посмотреть, что здесь строители уже построили, и проконтролировать их качество. Я был вчера, кое-что снимал, общался с заказчиками, общался с строителями, кое-что снял на видео. Потом разъехались заказчики и строители, я здесь остался один. Посмотрел более внимательно, уехал домой, открыл проект, все пересмотрел и отметил для себя 25 пунктов, по которым я решил сделать дополнительную проверку. Сейчас по всем этим пунктам мы и пробежимся. Итак, первый пункт, который я себе отметил, качество трамбовки грунта. Заказчики сюда навезли около 300 машин грунта, возвели подпорную стену, и все это дело по уму, по нормативу должно трамбоваться послойно, каждые 30-40 сантиметров. У меня возникли сомнения, при такой площади участка, трамбовалось ли это послойно. Задал вопрос строителям, и ответили, что трамбовали. Чем? Колесами автомобиля. То бишь, по факту сюда привезли песок и юлозили колесами автомобиля. Достаточно этого или нет для прочного основания, я не знаю. Остается только надеяться, что все будет хорошо. Второй и третий пункты. Я не обнаружил гидроизоляции ростверка. Здесь у нас по проекту, по результатам геологии свайной ростверки фундамент, ростверк, надземная часть, должна быть прогидроизолирована. В данном случае мы должны видеть здесь гидроизоляцию черного цвета, так называемый праймер. И напуск гидроизоляции должен заходить у нас быть с напуском. Здесь, как бы, вот видите, очень такой короткий момент, как бы, ну, то бишь, это нельзя назвать напуском. И отсутствует гидроизоляция ростверка. Дальше, по проекту, этот же ростверк должен утепляться пенополистиролом. Ну, здесь я тоже этого не вижу. Нет, вот здесь, вот низ от подготовки, сколько еще будет? Спрятан соколь. Выше? Ниже. Сколько он под основанием? Под бетоном? Да. Около 10 сантиметров. Почему он не утеплен? Надо было сразу сначала промазывать, потом приклеивать ППС, и все, и забывают раз и навсегда. Вы это оставляете на потом. Вы сейчас закончите крышу заказчику и свинтите по домам. Так вот, это неправильно. Здесь нет гидроизоляции, я вчера говорил, это не промазано. Почему это надо делать потом? У нас что, дождь, осадки начнутся в следующем году? В этом году не будет осадков у нас или что? Там же в проекте написано, сделал фундамент, отгидроизолировал, утеплил, сдал заказчику. Строители утверждают, что это у нас не отмостка, а только основание под отмостку, и утепление не будут закладывать потом. Но я не знаю, будем надеяться, что потом они это сделают. Вот здесь же напуск оставили, большой напуск, хороший. Почему с этой стороны напуска этого нет? Потому что не понимаю, для чего он нужен вообще в принципе. Следующий пункт, который меня очень серьезно насторожил. По проекту у нас предусмотрено вот в этом месте опирание железобетонной балки. Вот здесь вот и, соответственно, с другой стороны. Мы эту железобетонную балку не должны ложить прямо на газосиликат. Под ней должен лежать один слой красного полносилового кирпича. Это нужно для того, чтобы снизить давление с газосиликатного блока, потому что все-таки он не рассчитан на такие нагрузки, и велика вероятность того, что в этом месте его начнет срезать. Но этот момент строители проигнорировали. На мой вопрос, почему, они задали встречный вопрос, а зачем он там? Ну, я сейчас не буду объяснять, как бы, зачем там что-то нужно, я сейчас только фиксирую несоответствие с проектными решениями. Пойдем дальше. Следующий пункт, я для себя отметил отсутствие двух колонн. По проекту, ну, например, вот в этом месте должна быть колонна железобетонная, либо выложенная из кирпича. Дальше, продолжая тему, вот в этом месте на эту колонну должна опираться железобетонная балка. И на эту железобетонную балку должны опираться деревянные брусы вот в этом направлении и вот здесь вот в этом направлении. Как видите,
Никакого железобетонного или кирпичного столба мы здесь не видим. Железобетонная балка у нас здесь отсутствует. Брусы лежат не на балке, а занижены. И вот в этом месте брусы вообще в другом направлении пошли. Вопрос, а кто производил расчеты и кто, соответственно, возьмет за себя ответственность за вот это вот принятое решение? Я не знаю. Надо отметить, что здесь в проекте заменили крышу. Все было рассчитано под тяжелую керамику, изменили на металлочерепицу. Но, опять же, с проектировщиком это никто не согласовывал. Строитель задает встречный вопрос. Скажите мне, будет ли это стоять? Я не знаю. Мы не решаем визуально, будет оно стоять или нет. Мы берем информацию, мы делаем расчеты и выносим свое решение. Да, будет, нет, не будет. Если мы хотим сейчас узнать, будет ли это стоять, нужно как бы делать обследование свежепостроенного дома, да, и отдавать инженерам. Пускай они решают, будет это стоять и не будет. А по проекту здесь должна лежать балка с сечением 40 на 45 сантиметров, железобетонная. Ее вот так вот лихо поменяли на брус. Еще один из пунктов у меня был вопрос: высота от свеса крыши до низа окна должна быть 45, но здесь будет 45, даже, наверное, чуть-чуть больше. Ну, похоже на правду. Почему возник этот вопрос, я чуть позже расскажу. Вот здесь вот по проекту вторая должна быть колонна. Вот здесь вот операция, которой тоже здесь не оказалось. Но справедливости ради замечу, здесь у нас колонна стояла вместе с перегородкой рядом. Поэтому ребята поменяли как бы колонну на несущую стену. Ну, может быть. Но, опять же, напуск вот здесь вот. Я сейчас померяю опирание. Напуск опирания 15 сантиметров. Ну, маловато. Следующий, друзья, момент. По мне, так один из самых важных косяков на этом объекте. Значит, ребята уменьшили количество венцов блоков. То бишь они сделали на 2 ряда блоков меньше. Почему? Чуть позже объясню. По факту получилось вот что. Занизив 2 ряда блоков, занизив потолок, они обрекли заказчиков на низкие потолки. То бишь у нас по проекту проектная отметка была 2,80 в чистом виде. Здесь я посчитал, останется хорошо, если 2,55. А то и 2,50. Возможно, строители даже не поняли почему. Подозреваю, что строители все замеры делали от черновой стяжки, не понимая, что здесь еще у нас отнимется 15 сантиметров на утепление и на чистовую стяжку. Так вот, если померить от существующего пола, то мы получаем 2,90. Но если померить минус утепление и чистовая стяжка, если померить тот момент, что у нас здесь будет подвесная конструкция потолка, это минимум 7 сантиметров, а то и 10. В итоге у нас остается 2,55 в лучшем случае, а в худшем 2,50. Я спрашивал заказчиков, они говорят, мы на это не соглашались, нам про это не говорили. Почему поменяли количество венцов блоков? Там по проекту у нас был монолитный пояс, потом стояли монолитные столбики, вот между которыми как раз таки 2 ряда блоков забивалось. И сверху у нас лежала крыша. За счет этого у нас была высота необходимая, и за счет этого у нас не было эффекта выдавливания наружу, как бы, да. Вот, не было этого эффекта. А будет он здесь или нет, я не знаю, потому что крыша, вот я не вижу, на что стропила у нас в конце опираются. В конце опирается на балки. Так балка вот же закончилась, она что? Где она закончилась? Туда. Ну вот же мурлат закончился, дальше торцевая доска, а за ней что? Еще один очень важный момент, который я заметил. Смотрите, здесь у нас посреди гостиной, это у нас гостиная, высверлено вот такое отверстие. Здесь по проекту должен быть камин. Ребята еще размышляют, будут они ставить камин или нет. Но отверстие уже высверлено. И у меня вопрос. Первый. Почему отверстие одно, а не 2? Ведь для камина нам нужна шахта горения и вентиляция. Здесь у нас 1 канал. И вопрос второй. А почему это сделали, разрезав монолитный пояс? Тоже абсолютно непонятно. И теперь, даже если ребята захотят себе поставить камин, они не смогут этого сделать. Почему? В газосиликате, даже если мы простробируемся, нельзя укладывать горячие каналы. Поэтому вот это отверстие, ну, просто бесполезная штука. Но дальше самое интересное. Я смотрю на этот разрез монолитного пояса, и я совершенно не вижу следов арматуры. И вот это меня очень сильно настораживает. Потому что я сейчас померяю высоту монолитного пояса, мне кажется, она не такая, как в проекте заложена. Во-вторых, я не вижу арматуры. А есть она там или нет, ну я сейчас никак не проверю. Ну что, залезли наверх мерить толщину монолитного пояса. По проекту должна быть 25 сантиметров. Та-дам! 10. Самое ужасное, знаешь что? Дай-ка мне камеру. Вот я залез со своим телефончиком. Покажите мне здесь следы арматуры. То есть, когда распиливается монолитный железобетонный пояс, должны быть следы арматуры.
Вот здесь вот его нету. Вот здесь вот его тоже я не вижу. Какая-то тоненькая железочка торчит. Это похоже скорее гвоздь. Вот видите. Все. А где арматура? Миша, где арматура? Вот я нашел арматуру. Вон она там лежит. Видите, как она армирована? Никак она не армирована. Кинули два прута рядом в связку и все. Вот как лежали, так и лежат. Все. Никакой арматуры там нет. Это не каркас, это не армированный железобетонный монолитный пояс. Я не знаю, что сказать. С этой дыркой мы определились. Пустая трата времени, денег и вообще бесполезное отверстие. Монолитный пояс у нас неправильный. Он тоньше, он не армированный. То есть ребята, в принципе, не понимают, как арматура работает в железобетоне. Дальше по балкам. Давайте сперва замерим расстояние. 59 сантиметров. Ну, допустим. Для чего нужно удобное расстояние между балками, знаете? Для того, чтобы у нас будет уцепляться между балками чердачное пространство, утеплитель сюда аккуратненько взяли, положили, ровненько 60 сантиметров между балочками положили, и не надо ни резать, ни пихать его, ничего. Поэтому здесь вроде как все хорошо. А как вы армировали, скажите мне, монолитный пояс вот этот вот? 2 жилки пускали здесь, в этой части, а там 4. А почему здесь 2, а не 4? А здесь нагрузки никакой нет. Здесь нагрузки никакой нет, понял? Да. Хорошо. Ну нет. Нет, конечно, одноэтажный дом. А крыша в одноэтажном доме и в 5-этажном доме чем отличается друг от друга? Давит, вот, только топило давит вот сюда, вот, на эту часть, а не на эту. На эту не давит на ничего? Эту не давит. Что а вот эта стойка, которая давит от стропилины, которая передает снеговую нагрузку крыши, она куда давит? На монолитный пояс. Монолитный пояс. Так вот здесь нет. Во-первых, пояс здесь не 25 сантиметров, а 10. И во-вторых, он не армированный. А в-третьих, вы его порезали. Он армированный. Гарантию пишите, да, вы же там. Договор у вас есть, гарантия, напишите. Так. Что, какой вопрос? Ну вот эти вытяжки 2 показаны. Ну, так они где показаны, Миш? Они показаны так, чтобы они вышли рядом и вентканал вышел. Это хорошо, тебе повезло, что у них электрический котел. Да. Они будут ставить. Ну, так они же не здесь, где ты их сделал, правильно? Ну, они здесь и сюда коробом подвезутся. Ну, коробом. Показаны здесь, мы здесь. Ну, с поясом фигня, конечно. Еще один момент, смотри, открывай лист. Давай, иди сюда, раз ты уже пришел. С тобой можно разговаривать хотя бы. Смотри. Открываю проект, стропильная система. Балки деревянные. Вот здесь у нас должны быть парные балки. Одна парная балка, вторая парная. Где они? Десятка здесь лежит. Какая разница, что здесь лежит? Они должны быть парные, срощенные. Они должны срощенные быть и затянуты болтами. Шпильками. Вот, где вот эта балка, хоть одна, покажи мне. Здесь совсем другая конструкция крыши. То есть вы поменяли конструкцию крыши? Да, поменяли. Все, вопросов больше нет. Вопросов больше нет. Эта крыша стоять не будет. Миш, я не знаю. Для того, чтобы определить, будет она стоять или нет, туда есть два варианта. Или сделать расчет, или надеяться на то, что она будет стоять. Ну, я не хочу надеяться. Поэтому у меня есть инженеры, которые выполнили расчеты. А вы как бы взяли, поменяли, не спросили. Может и будет стоять, а может не будет. Вероятность 50%. Может будет стоять, а может не будет стоять. Хрен его знает. Ну, понимаешь? Просто зачем? Я в очередной раз задаю вопрос. Зачем надо было менять монолитный пояс? Вы даже с точки зрения денег больше бы заработали за объем бетона, мы правильно? Мы деньги экономим человека. Вы деньги экономите, да, человек? На блоках сэкономили. На блоках сэкономили. 2 ряда блоков убрали, сэкономили. А сейчас у него высота потолка будет 2,50. Я вчера звоню, спрашиваю, он говорит, нет. Почему 2,50? Ну давайте рулеткой. Давай мерить рулеткой. Считаем по блокам. Давай. 2,50 блок. Ну. Здесь 2, да, давай. Здесь 11 рядов блоков. Сколько высота блока? 2,50, 3 метра. Как, подожди, 2,50? 11. У нас 11 рядов блоков. Ну давай посчитаем еще раз. Давай, держи. Держи. Считаем высоту блоков, да? Ну давай так, до верха. Сколько у нас получается? 2,90. Правильно? Ну 2,90. Отнимай. Сколько у нас здесь будет подшивка? Черновая стяжка с утеплением сантиметров? 15. Если не хотят теплые полы, будет 18. То есть 2,90 минус 20 сантиметров, грубо говоря. Сверху подвесной потолок минус 10. В лучшем случае минус 5. Сколько остается?
2,60, если ровно сделаны балки и ровно сделан пол. То есть 2,50. А по проекту было сколько? 2,800. Так вот, вы 2 ряда блоков убрали, чтобы сэкономить, а заказчику забыли сказать, что потолки занизятся. Все. Ну, разве это экономия? Мы с Лешем ходили. Ну, а двери вы откуда считали? Тоже отсюда? Двери от пола. А где пол у нас? 15 сантиметров. 15? То, что пол 15 сантиметров, вы знаете. Ну, а то, что потолки считаются от этого уровня. И вот что вы будете с этим делать? Заказчик вчера говорит, что я не в курсе был. 11 рядов. Блок 2,50. 2,75. 11 рядов это 2,75. 2,70. 2,75. Мы сейчас не берем толщину вот эту вот, мы берем 2,75. Минус 15 снизу остается 2,60. Минус 10 сантиметров подвесной потолок. Любой. 2,55 это в лучшем случае, а в худшем случае 2,50. Все. Ну, понимаете? А вы сэкономили там 2 ряда блоков. Ну, охренеть. Ну. Если это с заказчиком согласовано, ну хорошо. Ну, Зачем такие высокие потолки? ну, Миш, не мне, я человек. Да, был проект, меня попросили, все. Так, балок парных здесь нет. Все, поменяли крышу, ну, не знаю. Балок парных нет. Как это будет, не знаю. Здесь выпил Ирка, смотри, сними, пожалуйста, сюда. Здесь вот эти выпилы надо делать обязательно, да. Да, потому что эта балка, она не должна опираться на перегородку. Любое давление сейчас вот... Но она сейчас стоит свободно. Но я сейчас залезу наверх, там 85 килограмм, да, она качнется, эта балка, она передаст давление, нагрузку на вот этот блок, и он что сделает? Треснет. Поэтому надо сделать выпил, гидроизоляцию и антисептик там обязательно, чтобы... Вот, поэтому. Колонну здесь тоже вот эту убрали, да? Они здесь же поменяли. Поменяли на этот самый, ну хорошо. Они Хорошо. Ну, Ну, здесь двери были. ну, допустим. Мы колонны здесь, ну, здесь Ну, допустим. они уход отсюда. Тут поменяли тоже. Ну, мурлат тоже тоньше. Он был по проекту 20 сантиметров мурлат. Сделали. Он ж везде одинаковый у нас, да? Ну, сделали 10. А шпилька у нас во что? Вот в этот пояс? В этот пояс, да. В поясе шпильки через 60 сантиметров. Чтобы закручено, да. Ну, блин, ну шляпа, Миша, ну, блин, ну, так смотри, пояс не армированный, он армирован в 2 раза меньше, а шпилька там за счет чего держится? Вот бетон, смотри, вот пупырышки торчат. Она на Ну. втором блоке забита у нас. А еще и в блок забит. Зашверлена вот так под наклоном. Вот так вот. Встречной арматуры. Все, я 8 понял. свердлом. Забита Всё. 8-я арматура. Под наклоном, чтобы не сорвало крышу. Зачем? В проекте ж не так было. Зачем это было делать? А что? Чтобы Что, а видишь, чтобы крышу не сорвало. Здесь ты переживаешь, что крышу сорвет. Да. Ну, а там, когда убрал эти балки все и прочие, как бы там ты не переживал почему-то. Ну, блин, надо или переживать везде, или не переживать нигде. Будет оно стоять или нет, я не знаю. Будем надеяться, что будет. Так, я еще. Так, крышу туда есть смысл залазить смотреть, или там тоже все по-своему сделали? Да, все по-своему. Ну, видите, все. Крышу сделали, все. То есть проект не смотрели даже. Ну, второй проект брали, сделали моделирование. То есть взяли проект один и сделали по-другому. Как оно будет? А теперь меня спрашиваешь, будет оно стоять или нет? Я даже не знаю, как вы это там сделали. То есть, будет оно, я хрен его знает. Весной посмотрим, да? Станции. При чем тут сам видим? Станции сделали похожую конструкцию. Там еще длиннее крыша, и мощнее, и шире. Нет для крыш универсальных решений. Вы сейчас возьмете вот эту крышу, там наше проектное решение, вы на метр ее раздвинете, все, уже будут другие нагрузки, она уже по-другому будет работать. Ну, на стропилу 3 метра выдержана нагрузка, на 3 метра. Там по проекту у нас был монолитный пояс, потом стояли монолитные столбики, между которыми как раз таки 2 ряда блоков забивалось. И сверху у нас лежала крыша. За счет этого у нас была высота необходимая, и за счет этого у нас не было эффекта выдавливания наружу, как бы, да. Вот, не было этого эффекта. А будет он здесь или нет, я не знаю, потому что крыша, вот я не вижу, на что стропила у нас в конце опирается. В конце опирается на балки. Так балка вот же закончилась, она что? Где она закончена? Туда. Ну вот же мурлат закончился, дальше торцевая доска, а за ней что? А за ней вот эта балка, она 60 сантиметров выходит в концы, 70 сантиметров выходит в концы. И опирается на пилу ногой туда. Ай, Миша, давай полезу, посмотрю. Ну, какая балка? Она лежит на этой же балке. Ну, она лежит на этой же балке, она непонятно каким гвоздем прибита, вообще непонятно, что, как она прибита. 2 гвоздя.
Сейчас подсвечу себе, посмотрю тут у нас. Вот крепление стропила. Оно крепится на ту же балку, которая служит перекрытием. Вот оно выходит туда и вот таким вот образом на 2 гвоздя крепится. Вот будет ли оно стоять, я не знаю. Причем дерево здесь не обработанное. Все балки были обработаны. Балки обработаны, а торцевая доска не обработана. Она вон лежит у тебя черная вся здесь. Дерево может и обработанное. Ну вот, видите, вот. Так, как оно тут? Угу. Тут тоже вот должны быть какие-то опорные рамы по проекту были, да. Вот здесь опорных рам нет. Здесь какие-то стоят доски, они выполняют функцию якобы подпорок. Ну хз. Опилки поубирайте, пропылесосьте, потому что, не дай бог, завтра полезут отделочники курить здесь будут на крыше, искра упадет и будет вам весело здесь всем. Ну вот, до конца будете вести этот дом, хорошо. Здесь вот так вот утепление, ну не знаю. Причем смотри, ну вот здесь же уголками закрепили, Миш, вот это ж на уголки повесили. А что было стропилу не прицепить вот к этой балке? Так она даже не на балку крепится, она на этот коротыш крепится. Везде ставятся стойки, вот в это место. Вот она. Причем тут стойка, подожди, если у нас сейчас пойдет давление, стропильную ногу, она захочет вылезти наружу, получается она разгибает вот этот уголок и ничто ей не мешает туда вылезти. Ну, гипотетически, правильно? Ну, не, хорошо, если... Хорошо, если не поедет. А какие подпоры там будут стоять еще? Вот здесь стойки будут стоять. Подпора тебя от этого никак не спасает. Если бы была распорка, если бы это была конструкция фермы, может быть... Ну, так ферма или подпорка, Миш? Это ж разные вещи. Ай. Давай дальше, раз уж Миша здесь с нами. Смотрим, как балки закреплены. Здесь закреплены. Вот это не закреплена. Вот эта балка не закреплена. Вот эта балка... Она свободна, конечно, она свободна. Зачем ее закреплять? Вот эта балка не закреплена. Не закреплена. Не закреплена. Вот те две закреплены. Следующая не закреплена. Вот там вот. Восьмерка будет профиль. Да. Вот наш пол. Все. Вот это профиль. Смысл в чем? Это блок. В смысле сюда? А вы что, не четверти ставите за подлицо? Ну, не подлицо, получается хотя бы... 2 четверти или 3 четверти? 12 сантиметров было, если суть у нас, допустим... Ну, допустим, ладно, не суть. Да. Смысл в том, что у нас в данном случае будет утепляться, как по проекту было пятерка, если был блок 40-й. Сейчас у нас блок 30-й утепляется десяткой. Начнем с этого. И такая же десятка у нас должна зайти вот сюда. Правильно? А чего? Держи. Объясняю почему. Вот такая же десятка должна зайти вот сюда. Объясняю почему. Потому что блок газосиликатный 30 сантиметров не проходит по коэффициенту теплопроводности с утеплением 5. Минимум 7 должно быть каменной ваты. То есть ты можешь сделать даже 7. А теперь по окнам, иди сюда покажу. А теперь смотрите, насколько ваш профиль закрылся утеплителем. Получается, или мы не утепляем в этом месте, что плохо, или мы должны отступить вот столько, 10 сантиметров, или хотя бы там 8, чтобы наш профиль красивый было видно. Если у вас белое окно и белый фасад, черт с ним, забудьте. Здесь у нас будет окно в цвет крыши, правильно? Вот. А окончики взяли, померили вот отсюда, отступили нам там сколько, 2 сантиметра, и красава, 2,5. Ну, и что в итоге? И 5, 7. 7, минимум 7. 7. А лучше 10. Тройки достаточно. На откосах. Миша сказал, Миша сделал. Рамка 26, да? Раз. Сейчас посмотрим, сколько она должна быть. 26. Так. Смотри, какая же она тут 26 у нас должна быть. Ха! А и какая интересная штука. А по проекту эта балка должна быть 45 сантиметров. А она у нас 25 сантиметров.
Вот так вот. А я вчера говорил визуально, что она прогнулась. Нет, говорит, она так залит. Ну давай смотреть, какой проект. Давай открывай. Сколько она должна быть? Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Опять же, вот ваше решение взяли на себя. И что вы там? Смотрим Она монолит. себя держит, все. Кого себя держит? Монолитный пояс с ней Она связан. прогнулась уже, я отсюда вижу. Но монолитный пояс сверху монолитный пояс, который армирован двумя прутиками арматуры, десятка, вообще никак с ней не связан. Они вообще рядышком стоят, они не работают совместно. Не надо строить иллюзий. Вы их не завязали в один каркас. Более того, два прута арматуры вы положили как? Они связаны хомутами какими-то? Чем они связаны? Хомутами, что-то сомневаюсь я. Арматура работает у нас только в каркасе. Если ты просто рядышком их две положил, она не работает на растяжение. Так, смотрим, 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 смотрим. Наш монолитный пояс. Наш монолитный пояс. Где наша балка? МП1, вот это наша балочка, да? Правильно понимаю? МП1. Вот он, разрез второй. Разрез второй, высота 45 сантиметров должна быть. Ну, а заводские ведут 25. Причем тут заводские? Здесь по расчету 45, она 25. Она уже прогнулась, я вижу. Причем тут заводские, не заводские? Ну и хорошо, но она не 45, хорошо, ладно. Пускай визуально как бы я не вижу. Что она держит? На ней плита бетонная Миш, стоит. вопрос не в том, что она держит. Вопрос, почему она себя только держит. Вопрос, почему она не 45. Так вот, даже саму себя она не держит. А дальше знаешь, что будет? Смотри. Я покажу, что будет дальше. Дальше вот в этих вот местах пойдет срез. Вот здесь вот пойдет срез. И вот здесь вот пойдет срез по газосиликатному блоку. И это не сейчас, это может через неделю, может через месяц, может через полгода. Но он произойдет. Потому что балка, она не может сама себя держать с таким сечением. Ну не может. Вот здесь вот, где коротенькая, где у нас была короткая балка? Вот здесь вот короткая балка. Она, вот, 25 вот там. Вот там она себя держит, да, а это нет. И здесь то же самое, правильно я понимаю? Дай-ка длину. Это у нас разрез 2. Такой же второй разрез. Здесь должна быть тоже 45. Она сколько? Тоже 25. А знаешь почему? Потому что тебе удобно было сделать между блоком 25 высоту. Про, собственно говоря, сам материал. Видите? Вот такой красивый приходит уже. Вот он. Со сколами. Вот, видите? Где он тут у нас? Вот он. Вот он у нас со сколами вот такой, да? То бишь он уже или приехал такой с завода, или его легким касанием строитель сделал таким. Вот она, трещинка, пожалуйста. Вот, вот она, трещинка. Привет от производителя. И вот она. Это я вот взял, это я по одной комнате пробежался. Да, производитель нам дает вот такие блоки, ничего с этим не поделаешь. Что можно было сделать? Можно было эти блоки ложить где-нибудь там над крышей, где их не видно, а не на видимой части жилой комнаты. Ну, как-то вот так. Здесь, кстати, какие-то красноармейцы были. По всему дому вот эти звездочки. Зачем они нужны? Толщина перегородки 15. Ну, хоть здесь ничего не меняли. Что с блоками? Что не так с блоками? Вот эти блоки, что с ними? Они приехали с завода. Их не сами произвели. Они приехали с завода. Вот еще. Может быть, ребята, у вас там в России, где-то в Украине делают какие-то прекрасные газосиликатные блоки. Я за вас сильно рад. Но у нас в Беларуси, приходится работать с вот этим вот. Ну, по качеству стены подпорной тут я ничего не буду говорить. Потому что, опять же, ни гидроизоляции какой, ничего нет. Почему ее нет? Это про армирование подпорной стены. Долго ли выдержать, непонятно. Здесь то же самое уже на углах. Ну не усилить, закрепить надо как минимум. Тут уже, конечно. Мы делали это в дождь, чтобы вы понимали, в ливень.
Понимаете Ну, меня или нет? да Слышите? подождали бы. Ну, когда ливень. кого ждать? Ливень когда Куда кончится. балки вложить? На плечах лечь вот так на них? Миш, Когда балки уже были разложены. от того, что вы их закрепили неправильно, это не стало лучше. Мы их Ну. закрепили правильно. Ну, так там некоторые вообще не закрепленные есть у нас. Треснул тоже, да. Это Ну, это, не треснули, это забивали вручную. Ударили- здесь, ударили закрепляли просто, вот всё, эту хорошо. вот опалубку. Вот. ударили просто хорошо. Понятно, расчетное все есть. Но- Есть практика, которая уже строит 25 лет. Понимаете? Нету универсальных решений в строительстве. Вы вчера, Нету, вы правильно. вчера ложили И у монолит. вас оно может быть нету. Так Вот у- у вас Так, а мы расчеты производим. Я щас- это все эти. Причем, Это семикратное, смотрите. семикратное, Нет. как минимум Ну, семикратное. да не семикратное. Усиление. Да нет. Этого, Дело не в этом. Дело в том, что вы сэкономили другу, а вопрос, как бы экономия сейчас это пойдет на пользу или наоборот. Понимаете? Я вот не понимаю. Со мной никто как с проектировщиком не согласовывал. Я сейчас ему говорю, это, вот это. Они открывают глаза, говорят, как? А мы не согласовывали. И что вы лучше сделали? Или они лучше? Если это они приняли решение, так нет проблем, не надо переживать. Слушай, конечно, мы этот самый. Ну зачем тебе вот 3 метра, посмотри, вот столько будет блоки лежать. Ну зачем? Да это вообще не Это ваше лишнее дело. тепло. Какое Лишнее лишнее тепло? лишнее Ну тепло что? поднимает всё вверх. Слушайте, ну мы же не на деревне дом Маленького строим. роста. Человек купил проект, здесь 2,80 было. Мы сделали 2,50. Сэкономили блоки. Вот сэкономили блоки тоже. Мне. Ладно, Миш, все, поехал я. Ну, что я могу сказать в итоге, друзья? Тут от проекта технических решений, в общем-то, по большому счету ничего не осталось. Причем я указал только на видимые части. А что там они сделали с арматурой в сваях, в ростверке, одному только Богу известно. Строителю Михаилу. Строители утверждают, что они сэкономили заказчикам деньги на количестве блоков, которых они не доложили 2 ряда, на толщине монолитного пояса, на количестве, как я понял, арматуры, и они этим гордятся. Я, право, не знаю, стоит ли этим гордиться. Я не знаю, стоит ли этим людям называть себя строителями. Мне в этой ситуации всегда обидно за тех людей, которые доверяют свои деньги и свои дома таким вот специалистам. Потому что дом это нечто святое, как я считаю, да, и построен он должен быть правильно, а не вот так сикось-накось. Но одновременно я и рад тому, что заказчики именно этого дома позволили мне снять это видео и показать его другим, чтобы вы посмотрели и сделали свои выводы. Потому что если вы задумались о строительстве своего дома, у вас есть 2 пути. Построить дом как этот или построить его так, как он должен быть построен. Строитель Миша хороший мужик, он не виноват ни в чем, он искренне старается, он искренне верит в то, что он делает, но он просто не разбирается кое в чем. Если бы он строил сам себе, если бы вот такое чудо построил себе самостройщик, ну и черт с ним, была бы ему наука. Но эти люди берут деньги за свои услуги, и вопрос в том, готовы ли вы отдать свои деньги за строительство такого дома. Самое правильное, что надо было сделать в этой ситуации строителю Миши, открыть проект и сделать все, как начерчено в проекте. Все, никаких вопросов бы к нему не было. А нет, он сделал по-своему. И что теперь? Теперь проектировщик себя снимает полную ответственность за вот это строение, и вся ответственность перекладывается на строителя Мишу. Он меня спрашивает, будет ли это стоять. А я не знаю, Миша. Для того, чтобы выяснить, будет это стоять или нет, нужно снять размеры, произвести расчеты, и только тогда инженер скажет, да, проходит это или нет. Но что-то мне подсказывает, что балка, которая по расчету была 45 сантиметров, а похудела на 50%, поведет себя иначе, нежели рассчитывал инженер.